Приветствую вас! О том, что автомобильный завод «Коммунар» в Запорожье выпускал знаменитый ЗАЗ-966, в народе прозванный «Ушастый», знает каждый водитель. Но мало кто знает, что на этом заводе в начале 1960-х годов начали разрабатывать семейство компактных автомобилей для народного хозяйства, которое остро нуждалось в подобных машинах. Создание этих трех автомобилей, пикапа, фургона и семиместного грузопассажирского автомобиля не входили в планы руководства автопрома Советского Союза. И это была инициатива главного конструктора завода Юрия Наумовича Сорочкина. За основу первого бортового ЗАЗ-970 был взят готовящийся к запуску на заводе будущий народный автомобиль ЗАЗ-966. Также с него были взяты многие узлы и агрегаты. Силовым агрегатом послужил установленный сзади V-образный четырехтактный четырехцилиндровый бензиновый двигатель МЕМС-966 с воздушным охлаждением мощностью 27 лошадиных сил при 4000-4200 оборотов в минуту и способный разогнать автомобили до 70 км в час. В паре с ним работала серийная четырехступенчатая коробка передач. Крутящий момент от двигателя передавался на задние ведущие колеса, которые крепились к раме автомобиля на независимой пружинной подвеске. Передняя крепилась на независимой торсионной на продольных рычагах. Первый заднеприводный малолитражный автомобиль получил индекс ЗАЗ-970 и прозвище «Точила» из-за своей характерной формы кабины с укороченным капотом. Впоследствии получил официальное название «Целина». Сзади кабины находился небольшой бортовой кузов для перевозки небольших грузов. Так как расположенный сзади мотор ограничивал доступ, то погрузочно-разгрузочные работы производились с правой и левой сторон, а груз устанавливали между осями. Так как созданный в 1971 году малолитражный грузовичок был всего лишь пробой создания таких автомобилей, то конструктора не стали останавливаться на достигнутом. И в следующем году создали еще два прототипа – фургон ЗАЗ-970Б и грузопассажирский ЗАЗ-970В. Оба прототипа уже имели вагонную компоновку, которую разработал ведущий конструктор Лев Петрович Мурашов, а панели для них сделали на Запорожстали. ЗАЗ-970Б грузоподъемностью 350 кг имел перегородку между кабиной и грузовым отсеком. Доступ внутрь салона осуществлялся через двойную правую дверь и дополнительную в задней части, или при помощи одностворчатой двери с правой и с левой стороны кузова, в зависимости от варианта кузова. ЗАЗ-970В, в свою очередь, кроме перевозки груза массой 175 кг, мог перевозить и пассажиров в количестве 6 человек. Как и у фургона, двигатель находился в салоне, и для доступа к нему сделали люк. Также, в отличие от фургона, грузопассажирский автомобиль имел вентиляционный люк на крыше, а доступ в салон пассажирами осуществлялся только через одну боковую дверь. Но и на этих прототипах создатели не стали останавливаться, и в этом же году выпустили пикап 970Г, где была увеличена его грузоподъемность до 400 кг. Доступ на платформу осуществлялся через двухстворчатую дверь с левой стороны и два полноприводные ЗАЗ-971Д, один с короткой колесной базой для военных и длинный для гражданских. Крутящий момент от двигателя передавался, кроме задних ведущих колес, на передние при помощи приводного вала, находящегося в трубе, и который при помощи муфты соединялся с передней осью. Создав 6 различных прототипов автомобилей, заводчане приступили к их дальнейшим испытаниям, которые проводились в окрестностях Запорожья и в районе Каменки-Днепровской. На эти испытания были приглашены представители различных торговых организаций, и по итогам испытаний они, как и испытатели машин, остались довольны. Кроме заводских испытаний, ЗАЗу-970 удалось поучаствовать в совместных испытаниях с французским автомобилем Renault Estafeta в районе острова Хортица и в Крыму, где запорожский автомобиль показал себя лучше, чем француз. Но все равно, несмотря на некоторые неисправности, автомобили семейства ЗАЗ-970 в 1963 году были допущены к государственным испытаниям, которые проходили по маршруту Запорожье-Джанкой, а полноприводные автомобили развозили продукты в различных сетях столовых, как в Москве, так и в Киеве. И везде запорожские автомобили показали себя достойными занять свое место на сборочном конвейере и в народном хозяйстве. Но, увы, этому не суждено было случиться.
завод готовился к запуску 966 модели «Запорожца». И запустить производство еще одну модель, имея проблемы с ресурсами, он был не в состоянии. И проект ЗАЗ-970 закрыли, а построенные прототипы прописались на заводском дворе, где со временем были сняты все дефицитные детали, а кузова покрылись ржавчиной. И если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего. Пока.